никогда не думал, что я буду миссионером, никогда. Я больше был за то, чтобы находиться в своей церкви, там в Украине, там хватало работы. Но Бог особым образом как бы распорядился, чтобы мне пришлось выехать. Всем привет, это Коста-Рика. Мы встретились с Алексеем в Баптистской церкви. Сейчас он расскажет, как он здесь оказался. Алексей, скажи, пожалуйста, как ты оказался в Коста-Рике? Ну, на самом деле, это достаточно длинная история. Если коротко, то поскольку мой вид деятельности – это миссионерство, мы проводили нашу деятельность на Кубе. И один из пасторов, когда у нас начались проблемы с коммунистами, они как бы не приветствуют эту деятельность миссионерскую, то он предложил, что ты не хотел бы прямо из Кубы переехать в Коста-Рику. На тот момент я не был готов к этому, я немножко поинтересовался, что за страна, почему и зачем. Но на этом все остановилось. В итоге мы возвратились из Кубы в Украину. И потом, будем так говорить, где-то за год до начала войны, мы предчувствовали, что, похоже, начнется война. Вот. Были еще определенные как бы знаки для нас. Мы связываем это как бы с Библией, да. То я получил в себе уверенность в том, чтобы двигаться в сторону Коста-Рики для того, чтобы делать деятельность, нашу проводить миссионерскую деятельность и среди русскоязычных, и среди испаноязычных, во второй степени. То есть мы, как христиане, говорим, что я в этом увидел волю Божью, но если говорить еще с точки зрения, будем более такой реалистичной, то тоже мы предчувствовали, что война будет начинаться, как бы, и выбирали, да, для себя, и увидели, что Бог на стороне том, что мы деятельность нашу проводили здесь. Поскольку я уже знал испанский язык на тот момент, и мне нравилась культура латиноамериканская. Вот, как-то так. То есть ты еще на Украине учил испанский? Я на Кубе выучил его. На Кубе. А сам из какого города? Я с Кривого Рога, это Днепропетровская область. И вы с семьей, да, вместе поехали? Да, здесь моя жена и двое дочек. На Кубе как тяжело было вообще осваиваться после Украины? Да, Куба – это страна достаточно сложная. Во-первых, там уже на протяжении долгого времени диктатура. Так, в принципе, ее называют в цивилизованном обществе. То есть один и тот же режим коммунистический. И поскольку он пошел в конфронтацию с Соединенными Штатами, то на Кубу наложена эмбарго. По этой причине там постоянно продовольственный кризис, там постоянно как бы проблемы в том, чтобы даже элементарное получить для жизни. Да? То есть мы, в принципе, знаем, что такое жить 2 недели без хлеба, или что такое жить какое-то время без мяса, или что такое вообще не видеть яиц обыкновенных. Проверили на себе. Проверили на себе. Последнее, что было на Кубе, это когда Трамп запретил этим лайнерам, потому что как бы при Обаме было такое послабление, когда Трамп запретил туристам американским посещать и нанес такое сильное, усилил эмбарго, то не было топлива, наверное, около месяца. Это все стало. То есть магазины стали, транспорт стал. Конечно, к этому нужно было привыкать, как бы смиряться. Вот. Как-то так. И вы на Кубе уже решили, что поедете в Коста-Рику, или еще заранее как-то планировали Коста-Рика? Вот я же говорю, что Коста-Рика в тот момент, когда наша деятельность на Кубе миссионерская стала, как бы не понравилась властям, они нам дали знать, что, скорее всего, они нас как бы выдворят из страны.
Они не сделали никакой депортации, ничего, просто культурненько это сделали, ограничили визы, и нам пришлось покинуть страну. Но меня, получается, тот пастор, он как бы тогда закинул как бы удочку на Коста-Рику. Но поскольку я не верил в то, что моя деятельность на Кубе закончится так быстро, вот, то я отказался, думая, что вернусь обратно. То есть приеду в Украину, мы там подавали на религиозную визу обратно на Кубу, и чтобы возвратиться на Кубу. Но как бы ситуация сложилась по-другому и в мире, и в нашей личной жизни. Поэтому мы не смогли вернуться на Кубу. В принципе, там через пару месяцев началась пандемия. Вот. На Кубе сейчас кто-то ваше направление продвигает? Миссионеров нет тут сейчас там как таковых, но организация, которая нам как бы спонсировала, она до сих пор там работает. Да. Про Коста-Рику. В ходе своей жизни здесь, вместе с семьей, работы, скажи, пожалуйста, какие минусы ты увидел? Минус. Конечно, чего не хватает? Да. Ну, дороговизна. Дороговизна, конечно, это огромный минус. И интересно такой тот факт, что вот сколько я 3 года живу, у меня удивление до сих пор как бы не прекращается. То есть каждая неделя или там каждый новый месяц он приносит какую-то свою нотку, где ты просто удивляешься. Ну, даже элементарно интересно, я недавно узнал, чтобы костариканцу выехать из страны, ему нужно заплатить. То есть он не может, он должен заплатить налог за то, что ты выедешь из страны. Ну, как бы такой момент. То есть Коста-Рика очень дорогая страна, и конечно, те люди, которые хотят мигрировать, они должны 10 раз подумать, чтобы сюда ехать. Я поскольку по роду своей деятельности имел много встреч с русскоязычными, я видел очень много людей, которые имели большие деньги и здесь потеряли все. Все потеряли, даже при наличии больших денег. Второй минус – это то, что я когда-то на своем канале, когда говорил об этом, я бы никогда не начинал какой-то совместной деятельности с костариканцами. Имею в виду, допустим, совместный бизнес. Опять же, практически весь опыт, который я слышал, это всегда кинули, всегда... Были положительные моменты, одно свидетельство, я знаю, положительное, но большинство это всегда как бы минус и пролет большой. То есть здесь население на самом деле очень доброжелательное, они помогут тебе при первой возможности, очень радушные, но как бы глубоких отношений эта культура как бы или не умеет проводить, или как-то всегда подставляют, очень, очень часто. Это на самом деле так. То есть к иностранцам не дружелюбны костариканцы? Нет, они дружелюбны. Они дружелюбны, я не могу сказать, что они не дружелюбны. Они очень дружелюбны к иностранцам, они не расисты, там, не как это... То есть очень большая терпимость. Здесь большая гамма, да, будем так говорить, из различных национальностей. Но имею в виду вот эти взаимоотношения как бы по денежные, да, то я бы рекомендовал как бы не входить в партнерство. Потому что, обычно что делает человек-мигрант? Он приезжает, либо ищет свою общину русскоязычную, и там ищет какую-то помощь, фундамент. Либо, если он там не находит, он ищет поддержку среди местного населения. Так вот, доверять свои финансы и вложения я бы не доверил. Вот я бы точно не доверил. Ты сказал про свой канал, а что ты освещаешь на своем канале? Расскажи. Поскольку я являюсь пастором-миссионером, то мой канал, он имеет целевую аудиторию, связанную с христианским контентом и связанную с родом моей деятельности, то есть миссионерством. То есть, если кому интересно, как бы, чем мы занимаемся здесь в Коста-Рике, то, конечно, можете Алексей Савостин в Ютубе встретите. Оставим ссылочку в описании. Заходите, подписывайтесь. А то, что ты вот здесь занимаешься, работаешь, эта работа оплачивается, как вообще, откуда получаете бюджет, какой у вас? Я нахожусь на пожертвовании, поскольку я являюсь миссионером,
Миссионер – это тот человек, который, будем так говорить, от греческого это перевод «посланный». То есть я являлся членом церкви в Украине, и моя церковь благословила на то, чтобы как бы я нес по нашим критериям благую весть другому народу. То я являюсь миссионером. И нас поддерживает одна из церквей в Соединенных Штатах. Вот, они нам как бы поддерживают. Донаты, то есть, да? Донаты, да, делают определенно. Вот. Ну, такой у нас доход, если можно так выразить. Много костариканцев и русскоговорящих посещают вашу церковь? И если говорить относительно прихода, то сейчас к нам из костариканцев приходит человек 70. Ну вот. И человек 70. Если говорить с точки относительно русскоязычной категории людей, когда я говорю русскоязычная, я включаю туда и украинцев, и русских, и белорусов, вот, то сейчас как бы мы переживаем, если можно так говорить, кризис небольшой, поскольку мой фокус немножко ситуативно переместился на испаноязычную публику, поэтому как бы, да. Сейчас на данный момент 10 человек в среднем приходит на нашу русскоязычную группу. Так, если, допустим, я объявляю, допустим, музыкальный вечер какой-то, допустим, вот в скором будущем к нам приедет композитор христианский известный, да, то обычно человек 30, иногда даже 40 приходит из русскоязычных. Если говорить не о приходе, а вообще о людях, интересующихся, будем так говорить, Библией, Евангелием, то, конечно, их намного больше. Может быть, около 70 человек, с которыми, я говорю за русскоязычных, с которыми я без проблем контактирую, могу приехать домой, пообщаться. Вот приблизительно такой. И это, кстати, не только в Сан-Хосе, это и в Гуанакасте, это и в Перес-Селедон. Вот приблизительно такой размах деятельности. А есть у вас вот какой-то пост, когда соблюдаете, как питаться, как не питаться? Наш пост немножко отличается от православного. Православный он имеет определенные там дни, промежуток времени. Наш пост он предполагает цель, да, нужду и полный отказ от пищи. Полный отказ. А сколько это дней нужно? Это уже в зависимости от человека. Допустим, если человек находится в сложной жизненной ситуации и не видит как бы просвета, да, и не понимает, как ему действовать, он обращается к Богу в молитве, и свою молитву, и как бы свое воззвание он подкрепляет постом. То есть он как бы отделяется от этого жизненной суеты, да, и работы, и включая еду, и посредством молитвы приближается к Богу. Если он имеет желание это сделать 2 дня, он может 2 дня делать. Я знаю людей, которые здесь, в Коста-Рике, которые и по 7 дней держали пост, и по 14 дней. Вот. Конечно, с водой, потому что это... Вот. То есть наш пост, да, есть в нашем понимании и Даниилов пост, это очень приближенный, как православные делают, да, но вот наш пост немножко отличается в этом. Да, мы практикуем, но это по ситуации личной жизни каждого человека. А что вы используете? Вот в православной церкви свечки, да, используют, а у вас вот как? Библия. Только Библия. Библия – это наша, будем так говорить, инструкция простым языком по руководству нашей жизнью личной. Вот. И по устройству церкви включая. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверитесь компании «Росмедицина», вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечения за рубежом для русскоязычных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления 2-го гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию «Росмедицина». Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встреча или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками.
английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги с опытом реконструктивных операций. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсация расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверитесь компании «Росмедицина». Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Человек, который пришел из христианства, вы его принимаете? Мы его принимаем. Мы, конечно, проводим определенный анализ, будем так говорить, понимая, какие у него убеждения, да, и соответствуют ли они Библии. Вот. И если это так, то, конечно, мы его принимаем. Если же человек как бы по нашим меркам нуждается в обучении, да, или не совсем имеет правильное понимание, то мы первое его обучаем, потом крестим и только потом принимаем. У нас крещение во взрослом возрасте. А со скольки лет начинается? Сознательный. То есть, когда человек сознательно готов принять решение, будет он идти за Богом или нет. То есть, это может быть 14 лет, это может быть 16 лет. Но чтобы человек это сделал сознательно, сказал, да, я хочу. Бессознательно мы считаем, что как бы это, по нашему пониманию, никто не может принять решение за человека. Это не учитывается. Ты сказал про Библию. Библия несколько раз переписывалась. Какой Библии вы следуете? Ну, кстати, интересно, что мы пользуемся той же самой Библией, что и православный, синодальный перевод, он так и называется. И Священный Синод его делал, да, то есть переводил, да. А если относительно Библии, как вообще как книги, да, она писалась на на арамео, по-русски это арамейский, греческий и еврейский язык, да, писалось в течение 2000 лет, и даже чуть-чуть больше. И, конечно, всегда есть критики, которые говорят, что на протяжении вот такого большого времени, какова подлинность, да, но если говорить с точки зрения науки, то Библия имеет намного больше подтверждений о реальности тех событий, чем, допустим, сравнить с существованием Александра Македонского. То есть я говорю сейчас о науке. То есть, допустим, до нас дошли там летописи, да, что был такой Александр Македонский. Для того, чтобы узнать, что он был, нужно найти приближенные к вот тому времени рукописи, говорящие о наличии такого персонажа. Так вот, библейские события имеют в сотни и тысячи больше раз свидетельств, и помимо самой же Библии, которые свидетельствуют о том, что она подлинная. Вот. А если говорить о самом оригинале, если я могу ошибаться, потому что я не сильно сведущ в науке как таковой, да, но кумранские свитки, кому интересно, можете забить в интернете, это одни из самых таких дальних от нас и близких по отношению к тем событиям, которые происходили. И сравнивая, если не ошибаюсь, около 1500 лет им, или 1000, или 1500 лет, то погрешность очень маленькая по сравнению, вот с этих свитков с той Библией, которую мы сейчас используем. Конечно, каждый перевод, там, испанский, там, или русский, или английский, он вносит свои, как бы, неточности. Поэтому, как бы, специалисты, там, допустим, пастор или, там, теолог, он, конечно, должен быть образован в том, чтобы знать язык оригинала, чтобы где-то что-то подсказать. А ты пастором являешься здесь? Я являюсь пастором, да. А баптистская церковь одна в Коста-Рике или есть еще? Не, здесь очень много баптистских церквей. И если даже так выразиться, на каждом углу, можно так сказать. Здесь протестантизм, это имеется в виду лютеранство, евангелические церкви, баптистские церкви, это достаточно большая и, как сказать, но ты говорил, они автономные, самостоятельные. Да, они самостоятельные, да. И на данный момент, как бы, да, мы находимся почти в центре Сан-Хосе, но кроме нас есть еще церкви. Если говорить за русскоязычных, да, людей, то наше служение или деятельность среди русскоязычных, мы единственные в нашем направлении, да, но здесь есть еще православный храм.
православный храм, да. Как у тебя вообще появился интерес к миссионерству? Откуда это у тебя? Но это, как бы, опять же, достаточно длинная история. Я сам ребенок, который родился в семье верующих родителей, поэтому, можно так сказать, с самого детства, будем так, нашим языком был наставлен в учениях отцов, как говорят. Ну, ты родился, Да. они православные родители? Нет, они были уже в баптистской церкви, да. Но, конечно, когда пришел возраст более такой подростковый, туда ближе к молодежи, конечно, как и все, хотелось свободы, хотелось почти что-то родители делают не так, и экстремисты, фанатики и все остальное. Я попробовал жизнь по нашему пониманию в мире, и принял решение, что все-таки мудрее и правильный вот этот путь, который имели мои родители. На том этапе я принял решение, потому что есть много христиан, таких как нашего направления. Но я принял решение, что я хочу посвятить всю свою жизнь как бы служению людям, да. И с того момента как бы я обращался с этой просьбой к Богу и делал какие-то определенные шаги в этом направлении. Никогда не думал, что я буду миссионером, никогда. Я больше был за то, чтобы находиться в своей церкви, там в Украине, там хватало работы. Но Бог особым образом как бы распорядился, чтобы мне пришлось выехать. Как это было, я говорю, Бог меня вытянул за язык. Когда один человек позвонил ко мне, нет, я позвонил по одному объявлению, просто поинтересоваться насчет Кубы. И этот человек, в конечном итоге, когда узнал обо мне, я о нем, он мне говорит, а ты человек от Бога, который нужен для Кубы. А я говорю, я отнекивался до того момента, когда я устал от него. И я уже согласен был сказать хоть что-то «да», лишь бы закончить этот телефонный разговор. И он сказал такую фразу, говорит, Леша, давай, если будут везде зеленые светофоры, значит, это воля Божья. То есть, если мы пойдем делать вперед, двигать это дело, то это Божья воля. Но я сказал ему «да», с расчетом, что никаких зеленых светофоров не будет. Что я имею в виду зеленые светофоры? Это благословение родителей, это благословение церкви, благословение родителей со стороны жены. Да, мы молодые, я 28 лет мне. 28 лет. На тот момент мне было 22 года. То есть, представляешь, в таком возрасте отпускать куда-то молодежь на какую-то Кубу, То есть, к чему я говорю? У меня не было таких планов, но Бог как бы развернул, как ему угодно было. Вот, и, в принципе, я не жалею, что послушался. Ну, ты описал, Бог развернул, Бог подсказал, но шаг сделал ты сам. Ну да. И вопрос, не жалеешь ли ты о выбранном пути? Нет, не жалею. Не жалею. Была какая-то помощь в получении оформления резидентства в Коста-Рике? То, что ты занимаешься вот этим делом? И поскольку Коста-Рика – это страна со свободой слова, да, здесь это не обязательно иметь религиозную визу. Допустим, на Кубе это было обязательно иметь религиозную визу. Если ты не имеешь религиозную визу, ты будешь иметь проблемы. Вот. Здесь это не обязательно, поэтому мы, когда приехали, я искал самые легкие пути. И самый легкий путь на тот момент это было беженство. То есть ты приходишь в миграционную службу, там есть миграцион и экстранхерия, это то, что касается иностранцев, вот. И есть с правой стороны отдел, который посвящен беженцам. И мы за 3 часа буквально получили карточку на 5 лет. Ну, то есть до встречи с офицером до 5 лет. Вот, кстати, у меня сегодня заканчивается срок действия моей карточки, мне надо обновлять ее. Вот. Мы его получили буквально за 3 часа, и очень легкий путь. А на данный момент у нас уже процесс немножко другой, потому что за этот период у нас родилась вторая дочка. Она является костариканкой по рождению, да. И на этом основании здесь родители получают резиденцию. Ну, уже на другую категорию переходите. Да. То есть на данный момент как бы мы ожидаем уже резиденцию, постоянное место жительства. Как долго ожидать? И нам сказали около года. После рождения ребенка? Нет, здесь не после рождения ребенка, это из-за процесса очереди. То есть после рождения ребенка ты сразу идешь и подаешь. И я пришел, подал, все, наши заявления приняли, нам выдали бумагу,
которая как бы подтверждает это. Но поскольку очередь большая, то нам объяснили так, что когда на email придет сообщение, вы просто приходите, получаете карточку. Но поскольку здесь есть бюрократия, есть разные как бы подводные камни, то мы все это делаем с адвокатом, чтобы экономить время. Конечно, ему надо заплатить что-то, но это как бы облегчает много процессов. Ну, через сколько лет вы, как родители, можете получить гражданство? Кто-то говорит 7 лет, кто-то говорит 5 лет. Я слышал так, что нужно иметь 7 лет легального нахождения в стране. То есть ты должен, за это время ты можешь получить гражданство. Недавно я слышал от некоторых, что уже 5 лет. Я не могу дать достоверную информацию, потому что не изучал этого. Мы пока 3 года здесь, еще далеко, даже до 5 лет. А если вы рожали в Коста-Рике, насколько здесь развита медицина? Угу. И хвалят медицину, хвалят и обслуживание. Да, здесь есть такое Seguro Social, такая страховка, государственное страхование. Вот. Роды бесплатные. Вот. Обслужат в любом госпитале, если это понадобится. Но в нашем случае мы не рожали в госпитале. Мы нанимали отдельную акушерку, официальную, которая имела право на принятие родов. Мы рожали отдельно сами. Дома? Дома. Но потом на следующий день вам документы Да, оформят? конечно, да. Но потом на следующий день, опять же, почему я говорю, что акушерка официальная, потому что государство проверяет это. Не может любой, кто попало, принять роды. Поэтому ты потом приходишь с вот этой документом, который дает тебе эта акушерка, и регистрируешь этого ребенка. Но акушерка принимала вас дома. Это была бесплатная услуга? Ну как, мы платили, конечно. Платная услуга. Платили, да. А если бы вы рожали в госпитале, было бесплатно? И если бы рожали в госпитале, было бы бесплатно. Но почему мы так делали? Опять же, я обращаюсь к аудитории, у каждого свое мнение, мы не претендуем как бы на наше мнение. И здесь это, наверное, единственная страна в мире, где обязательно нужно ставить все прививки. Родитель не имеет права отказаться. Если он отказывается, вплоть до того, что заберут ребенка. И очень много случаев, когда люди сталкивались с этим. Приезжают с наших стран люди, которые по привычке, там, по убеждениям не хотят ставить прививку. А в конечном итоге, когда начинается сопротивление, то врачи как бы говорят, ну, до такого доходит, что могут отобрать ребенка. Ну, то есть вы рожали дома и в этом стиле вы избежали прививок? Да, мы избежали, да. В заключение, скажи, пожалуйста, какие бы ты дал рекомендации людям, которые хотят приехать в Коста-Рику? Стоит, не стоит? Твое мнение? И мое мнение, что Коста-Рика на самом деле, несмотря на то, что это дорогая страна, и она перспективная. Почему? Потому что тот опыт, который мы имеем в странах СНГ, да, там Россия, Украина, там, Белоруссия, люди, которые активные, да, которые предприимчивые, я думаю, если слушаться советов и немножко вникнуть перед тем, как поехать, то они могут что-то предложить этой стране, этому народу. Да? Я видел людей, наших мигрантов, которые удивительные как бы бизнеса открывали. Да? Удивляешься, как тонко и как легко подобрана сфера, и она очень хорошо идет. То есть я к чему говорю? А поскольку Коста-Рика, она дорогая страна, здесь и хорошие деньги платят, да, соответственно, как бы уровень, да, и это плюс, это плюс. Но с другой стороны, что если у тебя нету никакого финансового основания, фундамента и идеи, ты просто бежишь куда-либо, это лучше не идти в Коста-Рику. Лучше не ехать. Я очень много людей встречал здесь, очень многим людям помогал, которые приезжали вот так, просто так, не зная куда и зачем, и потом уходили. Сломя голову бежали, не зная куда. Да. Но я опять же возвращаюсь. Я считаю, что здесь очень много возможностей, которые как бы опытный взгляд, он может разглядеть и предложить что-то. То есть страна развивается? Страна развивается, да. Страна развивается. И смотри, если говорить с точки зрения вот именно костариканцев, у них это пура вида, у них все хорошо.
им главное, чтобы была стабильность, да, не сильно они как бы любят развитие, да. Но если говорить с точки зрения мигрантов, которые приезжают сюда, вот, допустим, я вот недавно встретил новую русскоязычную бригаду строителей. Они делают качественные услуги. Конечно, я лучше найму их для, допустим, на данный момент имею небольшой участочек здесь, конечно, лучше им заплачу, чем местному населению, которое как бы не совсем дружит с понятием качества, да. В данном случае вот уже наша природа, как бы, она диктует делать качественно. Мы любим как бы качество. Поэтому, когда ты предлагаешь, ты уже на порядок выше, и конкурентность у тебя есть. Или там, допустим, я знаю, вот люди открывают кафешки. И смотрю, у всех русскоязычных, то вот я знаю, есть кафе-анка, потом есть вот блинчик Руссо, я знаю мороженицу, которую открыли в Самаре, там одни русскоязычные немцы. Короче, все вот эти пищевые точки, они очень хороший доход приносят. То есть, опять же, повторяю, что я думаю, те люди, которые активны, предприимчивые, они смогут найти себе здесь и реализацию, и доход. А те, которые как бы едут без финансов, без целей и просто так, то лучше сюда не ехать. Вот такие рекомендации от Алексея. Остались вопросы, пишите в комментариях. И до новых встреч.